Сейчас пойдем гулять по медсанчасти, по различным кабинетам и этажам. Братцы, как происходит ходьба как бы по таким опасным злачным местам, типа медсанчасти, пристани. Вот пристань, собственно говоря. Вот она. А вон медсанчасть. Вот видите следы. Это следы сегодняшние. Ночью был дождь. И утром тоже, рано утром был дождь. То есть их бы размыло, если бы это были следы вчерашние. Но это следы сегодняшние. Все. Вот. Это во-первых. Во-вторых, надо смотреть следы машин. Вот тоже следы машины. Следы сегодняшние. То есть, если вы идете и видите, что появились новые следы, вот, то вполне вероятно, что вы можете за поворотом эту машину увидеть или этих людей. И это для вас явный признак того, что нужно быть начеку. Если вы видите следы свежие, которые появились вот так вот после дождя, то есть вот пару часов назад был дождь, а тут бац, уже следы. Значит, надо быть настороже. Или вы шли тут, например, допустим, утром или вчера вечером, следов не было. Тут бац, новые следы. Значит, надо насторожиться. То есть всегда надо быть бдительным. Вот, но если вы видите свежие следы, то это значит, что бдительность нужно удвоить. Вот так. Сейчас пойдем гулять по медсанчасти, по различным кабинетам и этажам. Я думаю, что кроме главного корпуса сегодня нужно будет посетить и другие корпуса. И, возможно, еще раз зайти в морг. Уже с нормальным фонарем, с нормальным светом. Хорошо там поснимать. Порошочки какие-то, такие порошочки прописывали, их надо было пить. Картотека огромная. Вот еще издание журнал «Фельдшер и акушерка», 78 год. Класс вообще. Перелом лучевой кости в типичном месте. Очень полезная книга на самом деле. Очень полезная. Особенности антибиотикотерапии во время беременности. Очень полезная книга. Все коротко и по делу. А вот это вот у нас, я так понимаю, различные направления. Сопроводительный лист, да. Вот их сколько здесь разнообразных. Целые пачки. И стиральный порошок. Я уверен, что он еще будет даже работать.
То есть, братцы, если вы забыли мыло или стиральный порошок, помните, в медсанчасти, и не только в медсанчасти, во многих домах тоже можно найти вот такой вот советский стиральный порошок. Это стенд о проблеме большого веса. Вот видите? Средняя продолжительность жизни страдающих ожирением примерно на 7 лет меньше, чем людей с нормальным весом. Так что, девочки, это даже не говоря о внешнем виде. Впрочем, и девочки, и мальчики. Нужно следить за своим здоровьем и за своей фигурой. Вот я, кстати, недавно траванулся нефильтрованной водой из озера Семиходского. Ну или мы его называем просто водоем. Воду обязательно нужно фильтровать, как минимум, а лучше еще и кипятить. Гинекологическое отделение. Как вы помните, в сериале «Чернобыль» именно врачи гинекологического отделения были на смене в ту злополучную ночь. Ну, по крайней мере, так показали создатели сериала. Как было на самом деле, я, честно говоря, сейчас не помню, хотя я об этом читал. Конечно, все в ужасающем состоянии здесь. Вода для инъекций, запечатанная. Но это место, я думаю, многим известно по различным видосам. 1981 год. Это кто поступал в отделение? Вот тоже вода для инъекций. Совершенно новая, запечатанная. Хотя одна относительно новая, ей уже 35 лет. Современные средства предупреждения беременности. Эфир, офигеть. Пустая баночка с эфиром. Для наркоза. Капец. Эфир. При виде баночки с эфиром невольно вспоминаешь фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Смертность от рака легких в зависимости от возраста, в котором выработалась привычка курить. Обалдеть. Я даже не знал такой статистики. Вот видите, я даже могу не комментировать, здесь все и так видно в цифрах, так сказать. Картотека. А здесь хранились препараты различные. А ну-ка. Магния сульфат. Магния сульфат. Липофундин. Вода для инъекций.
Вот какая-то ампула тоже. Я думаю, обезболивающая. Липофундин вообще. Боже, что такое липофундин? Мне интересно. Он похож на какой-то жир в масле, короче. Жир осел, а масло сверху. Или жир в воде. Выглядит очень мерзко. Вообще липа это жир. Странная штука. И что такое липофундин? Мне очень интересно. Я думаю, что и другим также будет не менее интересно узнать. Ванна сидячая. Сидячая ванна. И мочалка, офигеть. Представляете, сколько лет этой мочалке? Да, вы угадали, именно столько. Мочалка здесь лежит с 1986 года. Так, братцы, а это библиотека медсанчасти. Вот видите, алфавитный каталог, систематический каталог. Вот книги, точнее то, что от них осталось. Книг здесь было немного, как я понимаю, но хоть что-то. Все-таки это было медучреждение, а не тот же дворец культуры и энергетик. Или букинистический магазин. Так, как эта книга называется? Инфузионная терапия и парентальное питание в детской хирургии. Михельсон. Кто читал «12 стульев», тот знает, кто такой Михельсон Конрад Карлович. Ну или кто смотрел фильм «12 стульев». Я так понимаю, это было еще одно из отделений библиотеки. Не могу в него не зайти. Такой стол интересный. Это ящики, что ли? Навряд ли это даже ящики. А, сюда деток садили, маленьких, точно. Сюда садили маленьких деток. И детки могли за этим столиком поиграться во что-то. В пластилин, в солдатиков, в что-нибудь. Какая-то... Не знаю, честно говоря, затрудняюсь. По-моему, здесь скорее были подшивки журналов и газет. А вот, приколитесь, офигеть вообще. Актовый зал, уничтоженное фортепиано. Такая как бы кафедра. И это или кафедра, или пульт звукоинженера, звукорежиссера. Но скорее, мне кажется, это была кафедра. Да, однозначно кафедра, за которой выступал кто-то. Обратите внимание, такая вот лепнина на стене. Причем часть этой лепнины уже обвалилась, а часть сохранилась. Блин, очень жаль, оно разрушается все с каждым годом, вот это все обваливается. Ёлки-палки. То есть, когда обваливается штукатурка вот с такими вот дебильными надписями, автомобильной краской, я не знаю, жалко скорее штукатурку, собственно. Но когда обваливается вот такая вот лепнина, память предыдущих поколений, всегда немного жаль. Какой-то был склад небольшой, походу. Бельевая, да, здесь хранили белье.
Оу, а здесь хранили медикаменты. Смотрите, и детское питание. Вот бутылочки для детского питания. Тут их просто миллион под ногами. Офигеть вообще. Внутреннее вон. Пожалуйста. Аскарутин. Я как раз пью аскарутин постоянно. Мне аскарутин очень нужен. Аскорбинка там есть и рутин. Кислота аминокапроновая. Левомицетина, сукцинат растворимый. Короче, да, здесь были разнообразные медикаменты. Я так понимаю, такого широкого как бы профиля, скорее. Здесь, наверное, была комната медсестры дежурной. Вот. Поэтому, собственно, здесь медикаменты, бутылочки с детским питанием. Вот. И, конечно же, какие-то журналы, какие-то обходные листы и прочая документация. Интересно, что в этом журнале. Вот давайте глянем ради интереса, что в этом журнале. Так, акт мною помыт, понятно. Это, в общем, дневник, скажем так, выполненных работ. Всем сотрудникам пройти медосмотр и предоставить санкнижки. Влажную уборку боксов производят с применением 1% рромхлорамина или 3% раствором перекиси водорода и с 0,5% моющего средства. Все строго. А здесь детки были, смотрите, братцы, здесь были детки, лежали вот в этих вот люлечках, в этих кроватках лежали детки. Вот в таких вот поделенных боксиках как бы лежали детки. Это вот аппарат был, я уверен, что-то типа, ну вот когда ребенок рождается недоношенный, здесь над ним был такой купол еще, стеклянный. Вот мне кажется, это именно он. И ребенка хранят специально в такой вот температурный режим, по-моему, там минимум, вон видно, была рукоятка. И ребеночка недоношенного там хранят какое-то время. Для кипячения щеток. Блин, как это трогательно вообще. Слов нет просто. Здесь мыли деток, сразу видно ванночка. Еще одна такая комната, тоже вот боксики. Вот кроватка. Это кроватка без матрасика уже. Тоже ванночка для мытья. Стенд для медикаментов. Шкаф точнее. Это, видимо, была комната матери и ребенка. Здесь лежали мамочки. Собственно, сразу возле комнаты для, не знаю, как правильно назвать, комната для хранения детей, что ли. Ну, это как-то звучит так. Вот столик детский, крошечный. Сюда садили деток, мы уже такой один видели. Все это просто невозможно трогательно, братцы. Вот эта кроватка, ну это все. Я не знаю, это капец. Может, я слишком сентиментален, но елки-палки. Я же не камень, в конце концов, бесчувственный. Что это интересно? Молочная смесь для детей грудного возраста. Там пусто. Там, походу, птичка. Да, там птичка свила себе гнездышко. Смотрите, когда-то давным-давно, видимо. Кусочки перьев вон есть, лежат. Вперемешку со всякими листьями, травинками. Засохший фикус. Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей. И вот перечень. Кодеин, например, не назначают. Кодеинофосфат не назначают. До 6 месяцев, к 2 года.
стрептоцит, стрихнин, теофилин, адреналиногидрохлорид, под кожу детям до 6 месяцев 0,1 миллиграмма позволено. Судорожный синдром, смотрите, да? Гипертермический синдром и кроваточка. Братцы, не поверите, горшочки, детские горшки, я в шоке просто. Вы посмотрите, и все на месте. Все практически горшки на месте. Простояли тут столько лет. Мы не будем заглядывать, что там внутри. Мало ли что, на всякий случай. Мне не интересно. Вряд ли там есть детская моча, но все же. Обратите внимание, следы животного, как будто вот собаки, и рядом следы человека. Я так подозреваю, что здесь ходил какой-то патруль с собакой. Вот. Ну потому что маловероятно, чтобы волк сам по себе залез на 2-й этаж медсанчасти. Я не знаю, что-то это вообще маловероятно. Я думаю, необходимо подниматься выше, на 3-й этаж. Поднимаемся на 3-й этаж. А 3-го этажа и нет в главном корпусе. Дальше чердак. Чердак нам не интересен. Машинное помещение. Ну, я думаю, что мы сюда даже и заходить не будем.